Новинка от компании Realme в мире беспроводных наушников. Она имеет отличное время автономной работы до 40 часов вместе с боксом. Быструю 10-минутную зарядку, которая обеспечивает еще 7 часов воспроизведения музыки. Технологию активного шумоподавления до 30 дБ, режим прозрачности, функцию пространственного звука на 360 градусов, режим низкой задержки до 50 миллисекунд, сенсорное управление, стильный дизайн, поддержку фирменного приложения Realme Link, водонепроницаемость класса IP55, и обо всем этом можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Realme Buds T300. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в желтой упаковке из тонкого картона. На ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, амбушюры. Один наушник весит 4,1 грамма, а бокс 32 грамма. Габариты бокса 62 на 46 на 23 мм. Габариты наушников 30 на 21 на 19 мм. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Его размеры 4,6 на 6,3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Всем, кто оставит любой комментарий под этим роликом, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем же к наушникам. T300 можно приобрести в белой и черной расцветке. Дизайн бокса интересный, выглядит он хорошо, в целом как наушники. Выполнен бокс в черной расцветке из матового пластика. Материалы тактильно приятные, сборка неплохая. В кармане он слегка мешается из-за габаритов. На корпусе расположили надпись Realme, разъем для зарядки Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой бокс можно, извлекать наушники из бокса удобно, крышка в открытом состоянии не мешается, ко всему она имеет фиксацию. Люфт у крышки практически отсутствует, хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой можно, но придется приложить усилия. Переходим к наушникам. Наушники выполнены наполовину из глянцевого пластика и наполовину из матового. Сборка хорошая. Что касается эргономики наушников, то посадка плотная, из ушей они выпирают минимально. Во время пробежек из ушей не выпадают. Легкий дискомфорт ощущается только после 3 часов прослушивания музыки. Пассивная шумоизоляция средняя. Далее на корпусе расположили под 2 контакта для зарядки, маркировку, 4 микрофона в общей сумме с шумоподавлением во время звонков и сенсорную область для управления, которая обозначена небольшим углублением в верхней части на ножках. Из команд на борту плей-паузы, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента, регулировка громкости, переключение между режимами шумоподавления и включение-выключение игрового режима. Одиночного тапа нет. Команды сопровождаются системными звуками. Управление удобное, ко всему удобно, что его можно настроить через приложение. Но минус в том, что нельзя использовать все тапы сразу. Нужно чем-то жертвовать. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм с титанизированной диафрагмой, катушкой HTW и магнитами N52. Активное шумоподавление на борту до 30 дБ как режим прозрачности. ANC отрабатывает корректно в целом как и режим прозрачности. Конечно же, в сильно шумных местах, таких как метро, подобного ANC будет мало, так как придется выкручивать громкость практически до 80%. Режим прозрачности удобный. Во время разговора с собеседником на улице снимать наушники лично мне не приходилось. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Мультипоинта и датчиков автопаузы не завезли. Но есть технология пространственного звука на 360 градусов, которая, к слову, отрабатывает хорошо. Я бы сказал, что подобная технология в таких наушниках — это круто. Да, она без отслеживания положения головы, но все же звучание становится реально интереснее. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 460 мАч, а одного наушника 43 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает не более 1 часа 30 минут, а наушников от бокса не более 1 часа. Беспроводной зарядки у бокса нет, но есть быстрая зарядка у наушников. Наушники по кодеку AAC без ANC на 75% громкости выдали хороший результат. 5 часов 45 минут. С включенным ANC в тех же условиях данная пара прослужит не больше 4 часов, чего, к слову, тоже более чем достаточно. Бокс позволяет продлить время автономной работы до 35 часов, а 10 минут подзарядки наушников дают 3,5 часа воспроизведения музыки на 75% громкости без ANC. Далее, водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Конечно же, я искупал их в воде, в моем случае они выжили и на звучание
звучание вода никак не повлияла, хоть и первые сутки они плохо работали, но потом все функции стали работать в штатном режиме. Но я вам не советую специально окунать наушники, любое другое электронное устройство с подобным стандартом защиты. Лучше не проверять, лучше пусть работают. Летим дальше. Приложение, к которому можно подключить T300, называется, разумеется, Realme Link. На стартовой странице мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности ко всему в процентах, окошко с возможностью включения активного шумоподавления и режима прозрачности, окошко со звуковыми эффектами, а также можно воспользоваться кастомным эквалайзером, которых здесь можно создать до 3 штук. Предустановки неплохие, но вот кастомный эквалайзер простенький, наушники на него откликаются не совсем корректно. Обновить прошивку в приложении можно, но мне обнова еще не прилетала, что странно. К слову, это не первые наушники в данной ценовой категории от Realme, у которых мне за время тестирования не прилетало обновление. Может, они считают, что все и так хорошо? Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только стандартные AAC и SBC, никаких кодеков высокой четкости здесь нет. Наушники связь держат хорошо, обрывов или фризов я не наблюдал. На борту имеется режим низкой задержки, который по заявлению производителя снижает задержку до 50 миллисекунд, но, разумеется, такую минимальную задержку во время игр мы не получим. Но, несмотря на это, при просмотре видео на YouTube задержка незаметна, в целом как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают неплохо, но голос стандартно роботизированный, да, и есть заметный перегруз. Но во время звонков собеседники не жаловались на передачу голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Realme T300. Насколько хорошо работают микрофоны, вы слышите. Один из основных их плюсов, разумеется, это хороший звук. И второй их несомненный плюс, это, по мне, более чем адекватный ценник. Хотя, опять же, все относительно, и лучше все это дело подбирать под себя на сейлах. Но в целом вас собеседники будут слышать примерно так. Звучание громкости достаточно. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. Звучание басхедное, что неудивительно. Бас плотный, но ему не хватает глубины. Середина имеет неплохую проработку. Высокие звучат отчетливо, но им не хватает естественности. Для современной музыки подобное звучание достаточно. Опять же, оно хорошее, если вам нужны хорошие ТВС-наушники за небольшую цену с приятным звуком. Данная пара будет отличным выбором. Отмечу, что звучание неплохо сбалансировано, так как каши практически нет. Низкие частоты не мешают остальным, а инструментал различим. То есть это не просто тупо басхедные наушники, это нормальные уши с хорошим звуком. Минусы — это отсутствие кодеков высокой четкости и каких-то функций, которые бы хотелось, конечно, иметь, но не за эти деньги. Поэтому перечислять все эти плюшки, которых здесь нет, смысла нету. Ценник адекватен. Я уверен, будет еще веселее. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто подпишется на YouTube-канал, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. За просмотр тоже спасибо. Напоминаю, что есть Польза.нет Live. Там роликов иногда даже больше, и они душевнее. Резюмирую. Беспроводные Realme Buds T300 наушники — удачная модель от компании Realme, так как они недорогие и имеют ряд полезных функций. Отмечу также приятное звучание, стильный дизайн, хорошие материалы и время автономной работы, которого хватит большинству пользователей. От меня девайсу однозначное «да». Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.